Здравствуйте, друзья! В эфире Геоэнергетика Инфо. С вами Радайкин Максим и мой сегодняшний собеседник Александр Фролов. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте. США заместят иранскую нефть и СПГ на китайском рынке. Если у США так много нефти, которой можно торговать, то почему внутренние цены в США ставят рекорды, а национальный резерв нефти опустошается быстрее, чем при Байдене? США получается сырьевой придаток Китая, когда уже демократическая партия заявит о том, что весь лес, газ, нефть и уголь вывезли в Китай. Александр, вам слово. Я думаю, Демократическая партия довольно скоро воспользуется этой ситуацией, чтобы объявить, что Трамп не прав. Борис, ты не прав, скажут они. По-английски это Дональд Трамп, you are wrong, видимо. А знатоки английского, пожалуйста, напишите в комментариях, как будет Борис, а ты не прав по-английски. Так вот. Но если мы посмотрим на общую ситуацию, то в целом она выглядит предельно странно. Ну, если мы к президенту Соединенных Штатов относимся как к серьезному политику, а не как к Дональду Трампу. То есть, если мы относимся к нему как к серьезному политику, то откуда вообще взялась идея про поставки нефти и газа в Китай? Эта идея взялась из заявлений Трампа по результатам его визита в Китай. Притом из этих заявлений мы можем сделать вывод о том, что, может быть, начнутся, мы предложим. То есть некоторое сослагательное наклонение во всем этом. То есть нету четких договоренностей. Мы, возможно, договоримся. Мы, возможно, подпишем соглашение. Там есть заявление не только про нефть, но для нас важно, что из этого заявления действительно может сложиться впечатление, что Дональд Трамп и Си Цзиньпинь договорились. Договорились, и теперь Китай начнет покупать нефть, возможно, и газ в Соединенных Штатах Америки. Но тут возникает ряд вопросов. Вопрос первый. А Китай не покупал нефть у Соединенных Штатов? Китай не покупал газ у Соединенных Штатов? И опаньки, неожиданно обнаружится, что Китай был одним из крупнейших покупателей газа, который производился на территории Соединенных Штатов. Да, понятно, если это справедливо для сегмента СПГ и несправедливо для трубопроводного сегмента, там крупнейшим покупателем является Мексика. Но если мы говорим про СПГ, то Китай, да, один из крупнейших покупателей. Правда, за какой период времени? Ну, например, в 2021 году. Например, довольно крупным покупателем Китай был в 2024 году. А потом пришел к власти Дональд Трамп и начал торговую войну с Китаем. В результате этой торговой войны Китай ввел встречные ограничения, повышенные тарифы, например, на ввоз газа и нефти, производимых в Соединенных Штатах Америки. После чего везти нефть и газ из США стало невыгодно в Китайскую Народную Республику. И в 2025 году поставки практически остановились. То есть, надо ли нам предположить, что Дональд Трамп договорился с Си Цзиньпинем о том, что Китай снимет ограничения торговые? Или он договорился с Китайской Народной Республикой, с руководством Китайской Народной Республики о том, что он снимает ограничения на китайские товары, а Китай в ответ снимает свои ограничения? Или он ни о чем не договорился и просто делает яркие заявления? Для того, чтобы проверить эту мысль, мы можем зайти на сайт Белого дома, потом зайти на сайт Госдепа и можем попытаться найти там какие-то официальные заявления по результатам визита Дональда Трампа в Китай. Ну, не может же быть, что по результатам визита такого крупного чиновника в Китай не было никаких официальных заявлений, перечисления тех соглашений, которые были подписаны, когда мы записываем этот ролик. На сайте Белого дома соответствующие заявления не обнаруживаются. На сайте Госдепа тоже. Поэтому единственным источником данных о том, о чем же договорились Соединенные Штаты с Китаем в результате визита президента США, собственно говоря, в Китай,
единственным источником является сам Дональд Трамп. Да, разумеется, есть заявления китайских СМИ, но это, знаете, заявление в стиле мы договорились вести стратегический диалог в рамках общего стремления к мирному развитию. Большое спасибо, это все очень интересно. Какие договоры были подписаны, какие соглашения? Видимо, никакие договоры подписаны не были. То есть, когда Дональд Трамп говорит о том, что я договорился с Китаем, то это не заявление о том, что Китай вдруг решил покупать нефть, вдруг решил покупать газ, хотя никогда раньше их не покупал. Просто он покупал и нефть, и газ. Единственный контекст, в котором такие заявления имеют смысл, это контекст переговоров об урегулировании торгового спора, торгового конфликта, который начал сам Дональд Трамп. Раскрыта страшная тайна. Тюменская техника Кейс-Гуру производится в Китае, где сосредоточены передовые производства около 90% мировой электроники. Почему тогда мы читаем на коробках техники Кейс-Гуру «создано в Тюмени»? Потому что в Тюмени мозги, идеи и тесты устройств. Именно в Тюмени инженеры продумывают сочетание характеристик для устройств Кейс-Гуру, экспериментируют с материалами для пылесосов и наушников. Глава компании Кейс-Гуру Вадим Боков лично контролирует каждый этап разработки. Тюмень – это про инженерию, гарантию и ответственность. Китай – это производство и масштабирование. Яркий пример подхода – линейка наушников Кейс-Гуру CG Pods. Они опережают дорогие аналоги по функциям, но дешевле в 5 раз. Каждая модель претендует на мировой рекорд по характеристикам. Тюменская новинка – наушники Клипсы Кейс-Гуру Clip с анатомически удобным креплением. Рекорд безопасности для слуха. У наушников Кейс-Гуру Clip есть ИИ шумоподавление в микрофоне. Алгоритмы выделяют голос среди внешнего шума. Кристальная слышимость даже в метро или аэропорту. Мировой рекорд неубиваемости у Кейс-Гуру X. Стойкие наушники с прочным кейсом из авиационного алюминия. Выдерживают до 220 кг нагрузки. Еще одна модель Кейс-Гуру Sport. Универсальные наушники для любых ушей. Подходят для 98 различных типов ушей благодаря своему креплению. Купить легендарные тюменские наушники-рекордсмены можно по QR-коду на экране или по ссылке в описании. Забирайте наш промокод GEO26 на скидку до 1000 рублей. Установите приложение Кейс-Гуру и получайте больше скидок и бонусов. Сразу после установки целых 500 бонусов уже на счету. И тут вопрос, Дональд Трамп сдается и говорит, не получилось, не фартануло, извините за цитирование дурацких мемов, но к сожалению, к Дональду Трампу единственное, что можно цитировать по поводу Дональда Трампа, это такого рода мемы. Так вот, не получилось, поэтому я, так и быть, хочу с вами подписать какое-нибудь соглашение, которое разрулит наши противоречия, я сниму всякие ограничения, везите нам товары. Теперь, завершая это все, я замечу следующее. Под чем мог Си Цзиньпинь подписаться? Под тем, что он купит какую-то нефть? Нет, конечно. То есть, единственное разумное объяснение, я возвращаюсь к этой мысли, это снятие ограничений на американскую нефть и на американский газ. Я замечу, что в результате прошлого соглашения, того самого, в 2020 году, именно это и было сделано. Там тоже Китай вводил ответные меры, что привело к прекращению импорта газа, производимого в Соединенных Штатах Америки. И только после того, как в начале 2020 года, где-то в феврале 2020 года, стороны встретились, пожали друг другу руки, бумагу подписали, ограничения были сняты, эти повышенные пошлины на американский газ были сняты, и газ пошел. Притом, кто вез этот газ? Да китайские же компании. Китайские компании газ американского производства продают на территории Китая. Если им невыгодно продавать в Китае этот газ, они его продают где-то еще. В других странах Юго-Восточной Азии, в Европейском Союзе, да даже в Латинской Америке, в конце концов, можно продать этот самый газ. Тем более там периодически возникает спрос. Да, он не столь крупный, как в Азии, как в Европе, и тем более не столь крупный, как в Азии. Азия является крупнейшим потребителем сжиженного природного газа на планете Земля. Но, тем не менее,
можно продать кому-то еще. Это, в конце концов, рынок не одного покупателя, это рынок множества покупателей. Можно повезти на разные рынки, если вдруг в Китай отвезти не получается. Кстати, а сколько везли в Китай американского газа? 6-8 миллиардов кубических метров, если мы пересчитываем на регазифицированный объем. Для понимания масштабов. Сила Сибири, первая, обеспечивает поставки 38 миллиардов кубических метров. Притом, по итогам прошлого года, 2025, было прокачано больше 38, почти 39 миллиардов кубических метров. Это, опять же, для понимания масштаба. То есть Америка, как производитель газа, который берут китайские компании и продают его в США, не является каким-то безальтернативным поставщиком для Китая. Более того, это не один из крупнейших поставщиков, без которого, господи, куда же мы денемся. Эти объемы можно заместить. Кстати, эти объемы даже углем можно заместить, если вдруг потребуется. Да, в текущей ситуации потребность в СПГ, конечно, возрастает, потому что дефицит СПГ наблюдается. И здесь можно было бы сыграть, чисто теоретически, возможно, Трамп именно на это рассчитывал, я предполагаю, что сговорчивость Китая будет выше по вопросу энергоносителей с учетом возникающего дефицита. Ведь Катар был важным поставщиком в Китай, сейчас Катар ничего поставлять не может. Но, еще раз, Китай может замещать газ углем. Понятно, не 100% газа, но какие-то значимые объемы можно заместить за счет увеличения собственной добычи угля. Ну и плюс ко всему, вот из России поставки выросли. А с 2027 года начнет работать еще и дальневосточный маршрут поставок, который 12 миллиардов кубов будет обеспечивать в год. Плюс ко всему сейчас разрешение было получено на расширение силы Сибири еще на 6 миллиардов кубических метров. В этом контексте, понятное дело, мы не можем говорить про 26 год, точнее не можем этот контекст на 26 год пытаться переносить. Но это просто количественные значения, которые подчеркивают, что, предполагать какую-то невероятную важность поставок из США для Китая – это слишком смело, даже в условиях текущего дефицита газа, в целом, в мире. Что касается нефти, опять же, нефть можно взять из других источников. Да, конечно, сейчас есть дефицит, и, возможно, Трамп именно на это рассчитывал, что дефицит, поэтому я сейчас скажу, ребят, давайте урегулируем, вы свои повышенные пошлины снимете, я покажу, видали, вот, я договорился, сейчас наша нефть, наш газ пойдут в Китай, они вот с Аляски будут брать на нефть. С Аляски действительно довольно близко. С Аляски ближе тащить, чем с восточного побережья Соединенных Штатов, но тем не менее. Аляска добывает где-то 500 000 баррелей в сутки. Китай потребляет порядка 16-17 миллионов баррелей в сутки. И сам добывает где-то 4,5 миллиона баррелей в сутки. Поэтому, опять же, количественно для Китая это не столь значимо, чтобы тут же давать какие-то карты в руки Дональду Трампу. И подписывать с ним бумаги, которые позволяют снять часть торговой напряженности, которые позволяют Трампу укрепить его позиции на внутриполитической арене. На мой взгляд, Китаю сейчас, в общем, бессмысленно Трампа поддерживать. Пусть они там друг с другом ссорятся изо всех сил. И да, очень легко было обвинять Байдена, обвинять Демократическую партию в распродаже стратегического нефтяного резерва Соединенных Штатов. Очень легко было обвинять в том, что, о боже мой, нашу нефть продают китайским коммунистам. Вы только представьте себе, это на полном серьезе звучавшие в Конгрессе Соединенных Штатов обвинения. Обвинения, которые выдвигали республиканцы демократам. Очень легко было. А теперь, когда вы продаете ваши стратегические резервы, да, в том числе в Китай, и когда вы хотите, настаиваете на том, чтобы Китай покупал ваш газ и вашу нефть, как? Здорово было тогда критиковать. Готовьтесь, сейчас вас тоже будут критиковать. На этом, дорогие друзья, сегодня все. Всего хорошего. Александр, большое спасибо за комментарий. Друзья, подписывайтесь на телеграм-канал Геоэнергетика Инфо. Подписывайтесь на нас в Макс. Ссылки будут в описании и закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект, чтобы мы и дальше также бодро вещали на всех площадках без монетизации и исключительно благодаря вашей финансовой поддержке на Sponsor.ru. Спасибо, до новых встреч.